Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку новостей от геополитики до локальных true crime. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Официально Финляндия присоединилась к альянсу НАТО 4 апреля 2023 года, что привело к удвоению протяженности границы России с НАТО. Членство в НАТО значительно увеличило военную активность на территории Финляндии. В настоящее время ведутся переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве DCA между Финляндией и США, которые находятся в завершающей стадии. Его отправили на утверждение в парламент. Документ подписан еще в декабре 2024 года, но для вступления в силу он должен получить одобрение депутатов. После этого американским военным откроют доступ к 15 финским базам. Причем на некоторых объектах появятся зоны, куда смогут заходить только американцы. По словам министра обороны Финляндии Анtti Häkkänen, сразу после одобрения начнется подготовка к размещению американского оборудования и, возможно, даже предварительное складирование оружия. Обсуждения с США на эту тему уже идут. Сейчас американские солдаты и так проводят учения в Финляндии, но DCA сделает такие визиты проще и официальнее. Эксперты называют соглашение важным шагом к укреплению союзничества между США и Финляндией в рамках НАТО. Важно отметить, что DCA не предусматривает размещение ядерного оружия в Финляндии. Отдельно от соглашения DCA Финляндия и Швеция договорились о создании в Финляндии штаба НАТО, за который будет отвечать Швеция. Этот штаб позволит силам НАТО быстро реагировать и оказывать поддержку в случае военной угрозы в Северной Финляндии. Планируется, что штаб начнет функционировать в 2026 году. В ответ на изменение геополитической ситуации Швеция, Финляндия и Норвегия приступает к масштабному проекту строительства новой железной дороги. Этот проект, известный как Rail Nordica, имеет целью создания транспортного коридора для переброски оборонного оборудования, поскольку в настоящее время 90% всех грузов Финляндия получает через Балтийское море. Этот маршрут может быть заблокирован в случае кризиса, поэтому нужны альтернативные пути. Финляндия уже выделила 20 миллионов евро на планирование проекта, а вообще стоимость оценивается в несколько миллиардов евро. Ожидается, что строительство будет вестись в течение 2030-х годов. То есть это проект на долгосрочную перспективу. Помимо военной составляющей, эта дорога еще и важный шаг для развития транспортной инфраструктуры региона. Она улучшит логистику и укрепит экономические связи между странами. Словом, перспективы многообещающие. Но, как всегда, не без сложностей. Есть проблемы, разумеется. Например, перевод железнодорожной колеи с российской на европейскую, которая уже почти на 9 сантиметров, может обойтись более чем в 15 миллиардов евро. Внушительная сумма, правда? Но, несмотря на эти финансовые и технические вызовы, страны полны решимости реализовать этот важный стратегический проект. Безопасность дороже денег. На границе Финляндии и России в Парикала есть необычный поворот. На карте Финляндии этот участок выглядит как странный треугольник, который Советский Союз зачем-то вытребовал себе после войны. Граница внезапно делает зигзаг через озеро, петляет так, что даже местные финны чешут запястья. Историки объясняют, все ради моста. Советским товарищам в 40-х годах было важно наблюдать, кто и куда там по мосту бегает. Ведь именно здесь сразу после войны люди перебегали границу. Кто от Сталина, кто к Сталину, видимо, по ошибке. Чтобы все это видеть, линию границы вывели прямо на середину озера. Спустя 80 лет это место стало настоящей туристической диковинкой. Особенно летом во двор Сары Вильхельмс, с которого открывается вид на Россию, постоянно лезут толпы любопытных, иногда с последствиями. В прошлом году турист из Франции приехал, увидел табличку «Граница» и решил: «Опа!»
Француз залез в воду и «Бонжур, Руси!» переплыл на российскую сторону. Он был оштрафован. Местные жители живут буквально в 2 шагах от России, и угрозы вроде бы нет, но чувство тревоги усилилось в последние годы. Финны строят забор, россияне свой уже поставили. Раньше и не думала, что придется задумываться о том, чтобы уехать, говорит Сара Вильхельмс. Теперь думаю. А поток туристов не ослабевает. Ведь что же может быть более запретным и захватывающим, чем заглянуть на территорию России? Глянуть, так сказать, в глаза империи зла. Вопрос о признании Финляндии палестинского государства вызывает все более активные дебаты, отражая как международные тенденции, так и внутренние политические изменения в Финляндии. По результатам недавнего опроса 44% финнов поддерживают признание палестинского государства, 25% выступают против, а 31% не определился. Юлия опросила также депутатов финского парламента, нужно ли Финляндии признать государство Палестина. Ответы оказались неоднозначными, но с перевесом в сторону «за». Из 107 депутатов, принявших участие в опросе, 61 выступил за признание, 32 против, еще 14 не определились. Больше всего сторонников признания среди оппозиции, а больше всего противников в правящих партиях, особенно у истинных финнов и христианских демократов. Партия премьер-министра Петри Орпо, национальная коалиция, тоже оказалась расколотой. Однако большинство ответивших от коалиции Кокоомус за признание Палестины и, в принципе, поддерживают признание, хотя и не считают, что это нужно делать прямо сейчас. Скептики из числа правящих партий ссылаются на то, что сектор Газа контролирует Хамас, организация, признанная международным сообществом террористической. По словам депутата Сары Сеппанен из «Истинных финнов», признание Палестины сейчас может сыграть на руку именно экстремистам. Христианская демократка Сари Танус пошла еще дальше. Нельзя признавать территорию, которую управляют террористы, чья цель – уничтожить соседнее государство. Зато в оппозиции царит редкое единство. Все ответившие депутаты от социал-демократов, зеленых, Левого союза и даже партии Лейкеню, они за признание Палестины. Они подчеркивают, так можно усилить давление на Израиль, чтобы остановить кровопролитие и незаконную оккупацию. Свою позицию обозначил и президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, признание Палестины – это лишь вопрос времени. Финляндия получила резкую критику в новом международном докладе по правам трудящихся. Международная конфедерация профсоюзов МКП называет Финляндию предупреждающим примером. Страна, где когда-то уважались права работников, сегодня демонстрирует откат в обратную сторону. Главный удар пришелся по праву на забастовку. По мнению Международной конфедерации профсоюзов, правительство Петри Орпо значительно ужесточило штрафы за так называемые незаконные стачки и сделало профсоюзы практически бесправными. Трехсторонняя модель, где за столом переговоров были государство, работодатели и рабочие, превратилась в формальность. Финляндия раньше получала оценку 1, что означает, что права работников нарушались редко. Теперь у Финляндии оценка 2, что говорит о систематических нарушениях. В рейтинге МКП участвует 151 страна. Страны оцениваются по шкале от единицы, наилучшее соблюдение прав, до 5 с плюсом, отсутствие гарантий прав из-за разрушения правового порядка. Только 7 стран получили наивысшую оценку – единицу. Это Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Уругвай. А в 51 стране права работников вообще не защищаются. Самые тяжелые условия в странах Ближнего Востока и Северной Африки. И теперь, по версии Международной конфедерации профсоюзов, Финляндия больше не лидер, а пример, как в условиях демократии можно утратить уважение к трудящемуся человеку. С 11 июня этого года вступает в силу новый закон, затрагивающий обладателей разрешения на проживание на основании работы. По новым правилам, если трудовые отношения прекращаются досрочно, у работника будет 3 месяца на поиск новой работы. В противном случае его разрешение на проживание может быть аннулировано. Предусмотрены исключения.
Период поиска работы будет продлен до 6 месяцев для специалистов, включая обладателей голубой карты ЕС, лиц, проживших в Финляндии более 2 лет по рабочему разрешению, а также для менеджеров среднего и высшего звена. Кроме того, работодатели будут обязаны уведомлять миграционную службу Финляндии, Мигри, в течение 14 дней, если трудовые отношения с лицом, имеющим рабочее разрешение, прекращаются досрочно. Важным изменением является также и то, что в будущем обладатель рабочего разрешения сможет в рамках того же разрешения перейти в другой сектор, который признан сектором с дефицитом рабочей силы по всей Финляндии, тогда как ранее смена сектора требовала нового разрешения. Несмотря на то, что предложение вызвало значительную критику во время общественных консультаций, правительство решило его принять. Что-то давно мы не смотрели решение финского суда, самого гуманного суда в мире. В 2022 году в городе Турку женщина умерла после зверского изнасилования. Суд посчитал, что мужчина не виноват в ее смерти. 66-летний житель Турку изнасиловал свою партнершу с особой жестокостью. Связал ее, использовал посторонние предметы, один с острыми краями. Женщина была пьяна, получила травмы, истекла кровью, но помощи не дождалась. Мужчина вместо того, чтобы вызвать скорую, вытирал кровь с пола и скрывал улики. Женщина умерла. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, но не в причинении смерти. По мнению суда, женщина умерла от алкогольного отравления, а не по вине обвиняемого. Приговор смягчили, преступника признали ограниченно вменяемым. Вместо 3 лет тюрьмы 2 года и 2 месяца заключения. Пенсионный возраст постепенно повышают, и это правильно. Судя по некоторым пенсионерам, с трезвостью, энергией и фантазией у них все в порядке. Ведомство социального обеспечения Финляндии Кела посчитало расходы и прослезилось. В 2025 году расходы на пособие по прожиточному минимуму в Финляндии превысят 1 миллиард евро. Миллиард! Бедность – это дорого. В прошлом году ушло 825 миллионов, и это уже был рекорд. А тут на тебе снова рост почти 15%. По данным за апрель этого года 150 тысяч домохозяйств получают это пособие, и число растет. Основные причины снижения других видов пособий, особенно по безработице и жилью, а также новые получатели из числа украинцев, которые получили муниципальную прописку и теперь имеют право на полную социальную поддержку. Но это еще не все. Кела ожидает роста расходов и по другим статьям, в том числе на студентов, медстраховку и безработных. Единственная статья, где расходы сократятся, это жилищное пособие. Расходы на общее жилищное пособие снизятся примерно до 1 миллиарда 350 миллионов евро, что примерно на 300 миллионов меньше, чем в прошлом году. Вот так и живет Финляндия. Платит пособие, но с грустным лицом, потому что бедность – это чертовски дорого. Новости финской муниципальной политики. Депутат городского совета Лаппeenрanta Иван Девяткин исключен из фракции Союза левых сил. Причина, по заявлению фракции, неподобающее поведение и действия, противоречащие ценностям партии. Сам Девяткин подтвердил, что повысил голос на заседании, обсуждая распределение позиций, и принес извинения. Однако, по его словам, конкретные обвинения в противоречащих ценностям действиях ему так и не объяснили. Девяткин, известный своей активной позицией против закрытия восточной границы, намерен продолжить работу в муниципальной политике, создав собственную фракцию, где будет единственным членом. Возникает вопрос, как это повлияет на его популярность. С одной стороны, выход из крупной фракции – это потеря поддержки. С другой, для Девяткина, который уже зарекомендовал себя как яркий политик, это может укрепить образ борца-одиночки, что поможет ему увеличить поддержку среди тех, кто ищет альтернативу традиционным партиям. Время покажет, станет ли это падением или трамплином для Девяткина. Ну и напоследок, приглашаю вас послушать рассказ испанки Нурии о разнице менталитетов русских и испанцев. Приятного просмотра. Всем пока. Сегодня у меня свидание с русским.
человеком. Ну, конечно же, с человеком, с огурцом, что ли. 3 недели назад сходила на свидание с испанцем, надела самую удобную майку и пошли за пивком. Ноль стресса. А сегодня меня пригласили на Гламур Помор ресторан. Я очень рада, конечно же, но немножко паникую, если честно. Такой вопрос. Какой подход вы предпочитаете? Максимум комфорта, но среднее ожидание или давление на себя, но при свечах? Я испанка, я за худи, пиво, покой и платить 50 на 50. У меня в гардеробе все, абсолютно все. Оверсайз, спортивная одежда и только кроссовки. Я сгрызла все ногти. У меня не руки, а ноги хоббита. И брови тоже не делала месяц. Так, я понимаю, что на камеру не видно, но в жизни я выгляжу как Нурия Брежнева. Плюс сегодня на уроке студент посмотрел на меня и сказал: Нурия, у тебя усики. Ну да, они есть. Но их не видно. Только когда солнце прям в лицо светит. Если без свидания было с испанцем, вообще пофиг. Пофиг вообще. Но сегодня не знаю. Человек ждет женщину, а придет маленький хоббит с врежными бровями, усами блестящими на солнце. Я одета как спортивная спайгелс. Я чувствовала себя немножко, чуть-чуть не в своей тарелке, но только потому что, мне нужны туфли или сандали, что угодно, только не кроссовки, пожалуйста. Еще я понимаю, что я хорошо говорю по-русски, но все же это не мой родной язык. И иногда такое ощущение, что на каталанском я гораздо интереснее и умнее. Будто на русском я превращаюсь в маленькую девчонку. Спасибо за моральную поддержку.